как провожать, встречать календарный год, какие ставить цели в этом году? Ну, провожать можно год с точки зрения его интеллектуального понимания. Тогда я говорю, что есть циклы, есть этапы. Я разбиваю свою жизнь на какие-то циклы, этапы и ставлю задачи на год. И провожая этот год, я смотрю, какие задачи я поставил, правильно ли их поставил. Если я их достиг, удовлетворен ли я результатами достижений. Потому что можно поставить цель, достигнуть и не получить ничего приятного, не наслаждаться плодами своих действий. То есть я проверяю правильность цели и степень их достижений. Таким образом я провожаю старый год. И при этом, даже если я материалист, я могу поблагодарить какой-то источник этих ощущений, кто мне помог этих целей добиться. Ну, в примитивном случае я благодарен своему руководителю, директору за то, что мне дает зарплату. Или я благодарен своему учителю, который дает мне знания. Или я благодарен своему отцу, который меня научил жить, дал мне фундаментальные принципы жизни, по которым я живу уже до сих пор там 20, 30, 40, 50 лет. И из этого вытекает, как это идет в будущее. Если я человек, который как бы очень неформальный и хочу понять какие-то сущностные вещи, тогда я провожаю год немного по-другому. Я понимаю, что этот год, он немного искусственный, технократичный, основан на григорианском календаре, который почему-то распространился на все страны. И, допустим, у арабов другой год начинается, у индийцев третий, у иудеев четвертый. И не факт, что 1 января что-то произойдет. Но при этом я понимаю, по каким тенденциям я живу. И по этим тенденциям Новый год наступит. Поменяется там название месяца в газетах или в интернет-сайтах, будут какие-то передачи, и социально Новый год наступит. Я вижу разницу между реальным наступлением года, который, например, весною, и технократическим социальным наступлением года, которое 1 января. Понимаю, какие тенденции там, какие тут. И провожаю старый год в этой социальной мере, как я это умею делать. То есть с точки зрения социума я понимаю, какие цели у меня, какие взаимодействия с социумом, и подбираю какой-то уже приемлемый для моего высшего философского понимания жизни, но подходящий с точки зрения социума вариант его провожания. И точно так же я уже благодарю, но не какие-то формальные вещи, какие-то глубокие. Я благодарю какую-то высшую силу, благодаря которой я есть, которая мне дает как минимум бытие, а потом уже как следствие сознание, действие, возможность что-то получить и делать это все не просто так, а осмысленно ради какой-то цели. И опять же благодарю что-то уже очень конкретное, то есть какого-то конкретного учителя, который является главой моей жизни. Таким образом я провожаю старый год, вспоминая что-то очень самое ценное. А уже потом я оцениваю, как я иду сам как индивидуальность, соответствует ли мое движение моему предназначению, и прошу высшую силу это перепроверить. Потому что тогда я уже как бы, она лучше знает, у меня все правильно или нет. И из этого следует, как мне потом начать Новый год с этого фундамента. Потому что как бы прошлое это хвост, это кету, это прошлый опыт, прошлое ощущение, прошлые знания, и я на них опираюсь. И опираясь на них, я смотрю вперед и делаю правильный шаг. Поэтому, оперевшись на правильное прошлое или хотя бы на правильное его сознание, понимание, у меня есть возможность идти вперед. Поэтому есть такое выражение, пословица: люди или нации, которые не знают своего прошлого, у них нет будущего. И год это возможность нам этот принцип перепроверить на своем опыте. То есть каждый год нам об этом принципе напоминают. О прошлом и будущем, об опыте и целях, о знании и движении вперед.